1 год тюрьмы. Реального заключения в испанской исправительной колонии. Как думаете, что нужно сделать в Испании, чтобы прокурор потребовал для вас такой срок? Ограбить супермаркет? Угнать машину соседа? Устроить драку на пляже в Бенидорме? Нет, все гораздо прозаичнее. Вам достаточно просто открыть мессенджер в своем телефоне, зайти в раздел «Статусы», полистать фотографии бывшей жены и случайно нажать на иконку в виде маленького цифрового сердечка. Нажать «Me gusta», все, ловушка захлопнулась, цифровой след зафиксирован. Скриншот сделан, и гражданская гвардия уже оформляет на вас уголовное дело за злостное нарушение судебного предписания. Добро пожаловать в современную Испанию, страну, где ваш собственный смартфон превратился в идеального карманного прокурора, готового упрятать вас за решетку за обычный клик по экрану. Привет. Скажите, сколько раз за сегодняшний день вы ставили лайки в соцсетях? Ну, просто кликали по экрану. Палец вверх под постом друга, реакция на смешную картинку. 10 раз, 20. Может быть, вы делали это на автомате, даже не задумываясь. А теперь представьте, что пока вы пьете свой утренний кофе или стоите в пробке, здесь, на Пиренейском полуострове, разворачивается судебный претендент, который заставит каждого, кто переживает развод, покрыться холодным потом. Испанское региональное издание «Фаро де Виго» на днях вышло с публикацией, заголовок которой нормальный человек сначала примет за первоапрельскую шутку или очень дешевый кликбейт. Мужчину судят за нарушение судебного запрета из-за лайка в WhatsApp своей бывшей жены. Картинка из зала суда, флаги, мантии судьи. Все официально. Но, как показывает практика, у испанской Фемиды с чувством юмора в последнее время явные проблемы. Давайте размотаем эту историю до основания. Что вообще произошло? Жила-была пара в Галисии. Развелись. Суд, как это происходит в Испании, в подавляющем большинстве случаев при громком расставании, вынес в отношении бывшего мужа так называемый «орден де алехаменто» — судебный запрет на приближение. И, разумеется, к нему автоматически идет стандартный юридический довесок «prohibición de comunicación», то есть запрет на абсолютно любые формы связи. Нельзя звонить, нельзя писать бумажные письма, нельзя караулить у подъезда. И надо отдать должное нашему герою. Закон он чтил. Под окнами с гитарой не стоял. СМС в 3 часа ночи в стиле «вернись, я все прощу» не писал. Мужчина просто жил своей жизнью до одного рокового дня. Бывшая жена выкладывает что-то в сторис в WhatsApp. Ну, вы знаете эту функцию. Аналог сторис в Instagram. Картинка или видео, которое исчезает через 24 часа. Мужчина заходит в мессенджер, видит этот статус и совершает самое тяжкое с точки зрения современного испанского правосудия преступление. Он нажимает кнопку «Me gusta», ну или отправляет быструю реакцию смайлик. И вот тут включается великая сила цифрового следа. Женщина заходит в просмотр своего статуса и видит уведомление: ваш бывший муж оценил вашу публикацию. И вместо того, чтобы просто заблокировать его к чертовой матери в настройках телефона за 2 секунды, она берет этот скриншот и идет, правильно, прямиком в участок гражданской гвардии. Потому что скриншот в Испании — это вам не устное слово, это железная улика. И вот теперь прокуратура на полном серьезе обвиняет его в «delito de quebrantamiento de condena» — умышленном нарушении судебного приговора или ограничительной меры. По статье 468 Уголовного кодекса Испании за это преступление светит от 6 месяцев до 1 года лишения свободы. Повторите про себя сейчас. Еще раз. До года тюрьмы за 1 клик по экрану. Адвокаты и здравый смысл сейчас, конечно, начнут кричать: послушайте, но ведь лайк — это не общение, он же не писал ей угроз, не присылал сообщения, он просто выразил одобрение контенту, который находился в открытом доступе. Но испанская судебная система в цифровую эпоху решила пойти по пути абсолютного хардкора. С точки зрения испанского судьи логика выглядит следующим образом. Если тебе запрещено общаться с человеком, ты не имеешь права подавать абсолютно никаких сигналов своего существования в его личном или цифровом пространстве. Посмотрел сторис, где отображается твой ник, ты напомнил о себе. Ты совершил акт психологического давления. Поставил лайк, ты вторгся на ее территорию и показал: «Я за тобой слежу».
И самое прекрасное в этой истории — это официальная позиция Верховного суда Испании, Трибуналь Супремо. В своих последних разъяснениях они четко дали понять: в делах о нарушении судебного запрета суду абсолютно не важен ваш мотив. Судье плевать, скучали вы по бывшей, нажали на экран случайно или ваш пятилетний ребенок взял телефон поиграть и ткнул пальцем не туда. Есть цифровой факт контакта. Получить обвинительный акт. Но дальше больше. Испанские эксперты по кибербезопасности сейчас вообще пребывают в легком недоумении. Дело в том, что алгоритмы современных мессенджеров и соцсетей, того же WhatsApp или Instagram, устроены так, что они часто кэшируют и подгружают истории автоматически. Когда вы просто пролистываете ленту, то есть вы можете даже не открывать публикацию своей жены умышленно. Приложение сделает это за вас на долю секунды. Ваш профиль отобразится в списке «Просмотрено». Все, бывшая делает скриншот, и вы официально становитесь уголовником, нарушившим предписание суда. Вы понимаете, к какому абсурду это ведет? Это создает потрясающий прецедент для тысяч людей в Испании, которые прямо сейчас находятся в процессе развода. Вашим главным врагом становится не вторая половина и даже не ее адвокат, а алгоритм вашего собственного смартфона. Телефон выскользнул из рук в метро, вы попытались его поймать, случайно нажали на экран — добро пожаловать на скамью подсудимых. Думаете, случай в Галисии с этим несчастным лайком — это единичная глупость какого-то конкретного судьи в провинции? Как бы не так. Если закопаться в испанскую судебную практику последних лет, то там открывается такой дивный новый мир, от которого волосы встают дыбом, даже у опытных юристов. Давайте пройдемся по реальным кейсам, которые рассматривали испанские суды. Кейс номер 1. Суд провинции Кастильон. Мужчина, находящийся под аналогичным судебным запретом, зашел в ТикТок, нашел профиль бывшей супруги и просто нажал кнопку «Отправить запрос в друзья» (Solicitud de Amistad). Он не писал комментарии, не слал видео, просто отправил запрос. Суд изучил этот клик и вынес приговор — 9 месяцев тюрьмы. Мотивировка. Запрос в друзья — это попытка установить контакт, нарушающая покой жертвы. Кейс номер 2. Мой любимый. Вершина испанской бытовой драмы. Мужчина и женщина развелись, у них остался общий ребенок. Мужчина решает проявить себя как ответственный отец. Он создает группу в WhatsApp, называет ее, допустим, «Воспитание нашего сына», и добавляет туда бывшую жену, чтобы цивилизованно обсуждать, кто забирает ребенка из школы, например, по пятницам. Благое дело, цивилизованный подход. В любой другой стране, да, но в Испании у него был судебный запрет на общение. Женщина увидела, что ее добавили в группу, вышла из нее и написала заявление. Итог — уголовное дело, потому что создание группы и добавление туда человека без его предварительного письменного соглашения через адвокатов — это умышленное нарушение судебного предписания. Система не знает компромисса. У нее нет функции понять и простить. Но самый пик цифрового безумия произошел недавно в Андалусии. Там женщину до глубины души оскорбило и напугало то, что ее бывший муж не вышел из общего семейного аккаунта Netflix. Она зашла вечером посмотреть сериал и открыла профиль «Дети» и увидела, что список просмотров обновился. Кто-то смотрел мультики. Она поняла, что это бывший муж заходил с пароля, который он знал до развода. Женщина расценила это как скрытое преследование, демонстрацию присутствия и попытку психологического давления, и потащила скриншот истории просмотров Netflix в полицию. А теперь давайте снимем слой этого бытового абсурда и посмотрим, как на таких темах паразитируют испанские политики и средства массовой информации. В начале нашего выпуска я обещал вам независимый анализ. Так давайте столкнем лбами тех, кто формирует общественное мнение в этой стране. Испанские медиа поляризованы до предела, и подобные дела для них — это идеальное топливо для манипуляций. Если мы откроем левоцентристские газеты, например, ту же главную газету страны «Эль Паис», или посмотрим государственные телеканалы, там этот претендент с лайком преподнесут как великую победу прогрессивного правосудия. Они напишут тонны статей о том, как важно защищать женщин от цифрового харассмента, как лайк может быть скрытой угрозой и что испанское законодательство в области защиты прав женщин самое передовое в мире. Они будут убеждать вас, что закручивание гаек
до состояния срыва резьбы — это благо для общества. Но если мы перевернем монету и откроем правые или консервативные издания, такие как «Эль Мунду» или «АБС», риторика изменится на 180 градусов. Там этот же случай используют как дубину для критики действующего правительства. Они напишут, что Испания превращается в судебную диктатуру, где разрушается презумпция невиновности, а мужчины становятся бесправными жертвами автоматических алгоритмов. Они будут пугать вас тем, что завтра любого несчастного гражданина могут посадить за опечатку в телефоне. Истина же, как всегда, лежит вообще в другой плоскости. Правда в том, что испанская судебная машина просто создала колоссальную бюрократическую ловушку, из которой нет выхода. Судьи завалены тысячами подобных дел. Вместо того, чтобы расследовать реальные, серьезные преступления и угрозы физического насилия, суды неделями изучают логи с серверов WhatsApp, выясняя, в какую миллисекунду у подсудимого дрогнул палец над экраном. Система пожирает сама себя ради галочек в отчетах о борьбе с правонарушениями. Какой из всей этой истории вывод, друзья? Если вы живете в Испании и у вас, не дай бог, случился тяжелый, затяжной или токсичный развод, забудьте про цивилизованные отношения в соцсетях. Ваш телефон должен быть заблокирован для бывшей половины в 3 слоя, а еще лучше удалите свои аккаунты. Никаких «я просто зайду посмотреть ее сторис» с фейкового аккаунта кота. Никаких случайных лайков, никаких общих подписок на Spotify или Netflix. Помните, испанский суд не будет слушать ваши оправдания. Для них ваш лайк — это не знак одобрения. Для них это состав уголовного преступления по статье 468. Так что, листая ленту новостей сегодня вечером, держите свои пальцы подальше от экрана. Занимайтесь цифровой гигиеной. А вот под этим моим видео лайк поставить можно и даже нужно. Судебного запрета на общение у нас с вами, к счастью, пока нет. Хотя с такими тенденциями в испанском праве кто знает, что будет завтра. Может, в следующем месяце за просмотр этого канала без подписки тоже начнут выписывать штрафы от Министерства финансов. С вами был независимый анализ новостей. В следующем выпуске мы разберем тему, от которой у всех жителей побережья дергается глаз. Жилищный ад в Испании, новые законы об аренде, из-за которых владельцы квартир боятся выселять тех, кто им не платит. И почему скриншоты с сайта идеалиста в Аликанте скоро станут поводом для официального визита к психотерапевту. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Держите пальцы в безопасности. Пока.